Сырский лишился поста главкома за одну ночь. Зеленский испугался не фронта, своих же улиц. Энергосистема держится на честном слове. Свет, тепло, вода. Украина входит в зиму без запаса прочности. Дроны Киева летят на Россию ради красивой картинки. Запад уже назвал это тупиком. Мерц опять свалил все на Путина. Цель поражения России, а не диалог. Всем привет! На календаре 22 июля. Собрал для вас все самое важное за сутки. Больше материалов у меня в Телеграме. Ссылка ждет под видео. Жмите лайк, подписывайтесь и начинаем. Киев пошел на радикальный шаг, который многие аналитики уже назвали жестом отчаяния. Владимир Зеленский вышел с экстренным видеообращением и официально объявил об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего украинской армии. На его место назначен Михаил Драпатый. Формально в Киеве подают эту кадровую чехарду как плановое обновление стратегии, но по сути причина куда проще – страх перед собственным народом. По всей Украине тысячи людей вышли на массовые акции в поддержку Федорова, требуя при этом немедленной отставки Сырского. Чтобы перехватить повестку и хоть как-то успокоить улицу, Зеленский и пошел на экстренные перестановки. В самом начале обращения он объявил о смещении Сырского и формировании новой верхушки Генштаба. Во-первых, я решил, что новым главнокомандующим вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой мы определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Чтобы оправдать эту отставку перед радикальным крылом, Зеленскому пришлось рассыпаться в комплиментах уже бывшему главкому. Он вспомнил его прошлые операции, хотя на деле генерала просто списали под давлением народа. Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь. Защита Украины продолжается, и нужно достойно относиться к каждому воину. Очевидно, что команда Драпатова формируется в спешке, прямо на пике политического кризиса. Зеленский сам признал, новому руководству придется заново переписывать оборонные планы и разгребать хаос со снабжением и мобилизацией. А ведь именно этого требовали протестующие. Михаил Драпатый, Евгений Хмара и другие командиры, которых мы вместе определим, должны подготовить и представить на утверждение обновленную стратегию нашей обороны. Шаги по продолжению реформы корпусного управления, системы, выполнение запросов боевых командиров на поставку оружия, дронов, оборудования, которые прозвучали на ставке и в нашем прямом общении с командирами. Максимально защитить небо от российских ударов. Дать реальное представление о мобилизационном процессе – это приоритет. А как думаете вы, это перезагрузка обороны или попытка спасти собственное кресло? При этом свой страх потерять контроль над страной Зеленский упорно маскирует агрессивной внешней риторикой. Вместо реальных шагов к миру он снова требует продолжения ударов и выставляет ультиматумы, надеясь принудить Москву. У всех нас одна цель – одержать победу над врагом, добиться таких условий на фронте и давления на Россию, которые позволили бы принудить Россию к миру. В финале речи он пообещал, что все перестановки, сделанные с оглядкой на бурлящие улицы, оформят документами в кратчайший срок, лишь бы поскорее погасить скандал. Завтра мы формализуем все решения. В этой ситуации Украина должна выйти из нее более сильной, а России будет сложнее. Но простые люди не глупы. Они прекрасно видят, что скрыто за ширмой пафосных речей о принуждении Москвы. Судорожная смена военного руководства – это прямой признак системного кризиса киевской власти. Зеленский теряет доверие людей и панически боится нового социального взрыва внутри страны. Пока в Киеве тушит политический пожар, к стране подкрадывается куда более серьезная угроза – зима. И эта зима может стать для украинской энергосистемы самой тяжелой за все время конфликта. Восстановление поврежденных энергообъектов вроде бы идет. Бригады работают, оборудование завозят, что-то латают в авральном режиме. Но вот в чем проблема. Текущих темпов просто не хватает. То, что удается вернуть в строй, не компенсирует утраченные мощности. Дыра в системе остается. И с каждым холодным месяцем она ощущается все острее. Специалисты подчеркивают тревожную деталь. Критической отметкой становится температура всего минус 10 градусов. Не 30, не 20, именно минус 10. При такой погоде нагрузка на сеть подскакивает разом. Люди включают обогреватели, растет потребление, а запаса прочности у системы почти нет. Одна волна холода, и целые районы рискуют остаться без света и тепла. И вот что важно понять. Речь не про абстрактные графики и мегаватты. Речь про обычные квартиры, про предприятия, которые при отключениях просто
что встают. Про то, сможет ли инфраструктура вообще пережить сезон. А теперь честно, как вы думаете, при таком раскладе власти в Киеве действительно готовят страну к зиме? Или снова надеются, что как-нибудь пронесет? По сути, украинская энергетика сегодня держится на честном слове и на импорте. Пока держится погода, держится и система. Но природа ультиматумов не принимает. Первый же серьезный мороз проверит на прочность все разом. И сети, и генерацию, и способность властей хоть как-то смягчить удар по людям. В итоге зима из привычного сезона превращается в главный экзамен для Киева. И сдавать его придется не на бумаге, а перед миллионами замерзающих граждан. Продолжающиеся атаки по территории России остаются одним из главных инструментов давления со стороны Киева. Дроны летят регулярно, картинка расходится по новостям. И на первый взгляд кажется, что Украина держит инициативу. Но на самом деле все куда сложнее. Конфликт все активнее выходит за рамки боевых действий на линии соприкосновения. Одновременно с боями Киев наносит удары беспилотниками вглубь российской территории, по складам, нефтеперерабатывающим предприятиям, логистическим узлам. Задача понятна – создать эффектную громкую картинку, а потом раскрутить ее в информационном пространстве и показать своим и чужим, что борьба продолжается. Вот только на Западе к этой тактике относятся все более трезво. И даже прямые союзники Зеленского оценивают ее эффективность куда сдержаннее, чем еще год назад. Причина простая. Громкие атаки по инфраструктуре дают резонанс, но не меняют стратегическую ситуацию. Разово подожгли склад, зацепили НПЗ, ударили по логистике, да, шумно, да, попадает в заголовки. Но на общий расклад на фронте это не влияет никак. Через день-два объект восстанавливают, а на линии соприкосновения Россия продвигается. И тут стоит задать прямой вопрос. Вы действительно верите, что серией точечных ударов можно переломить ход целого конфликта? На Западе, судя по всему, уже не верят. Там прекрасно понимают разницу между тактическим успехом и стратегическим результатом. Отдельные удары по объектам сами по себе не приводят к тем политическим последствиям, на которые рассчитывает Зеленский и его кураторы. Красивый кадр – это еще не победа. В итоге вырисовывается неудобная для Киева картина. Зеленский рисует образ страны, которая наступает и давит, а реальность на земле выглядит иначе. И это начинают признавать даже те, кто еще недавно аплодировал каждому такому удару. Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ожидаемо затронул тему украинского конфликта и озвучил тезисы, которые уже давно никого не удивляют. Глава немецкого правительства в очередной раз попытался переложить всю ответственность за затягивание боевых действий на Москву. По его словам, Запад якобы долгие месяцы безуспешно ищет пути к мирному урегулированию. Отвечая на вопрос журналистов о дипломатии, канцлер заявил буквально следующее. Мы занимаемся этим уже несколько месяцев. Попытка вызвать президента Путина на разговор. Мы неоднократно выдвигали предложения о переговорах вместе с Украиной и на европейском уровне. Президент Путин отказывается идти на такие переговоры. Логика немецкого руководства получается любопытная. Бесконечные пакеты санкций, масштабные поставки тяжелых вооружений, регулярные жесткие заявления в адрес Москвы, и все это подается как попытки склонить к миру. Ситуация выглядит откровенно парадоксально. На словах – стремление к диалогу. На деле Украина и ее союзники делают все, чтобы этот диалог стал невозможным. Дальше Мерц прямо подчеркнул, что у Германии и Евросоюза просто нет другого пути, кроме как продолжать поддерживать Киев. Если необходимо вступать в мирные переговоры, он упорно отказывается это делать. И пока он это делает, нет другого выхода, кроме как продолжать помогать Украине в ее борьбе за выживание против российской агрессии. Мы сделаем это по-европейски. По сути, эта риторика лишь подтверждает очевидное. Заявления о нежелании Москвы говорить звучат как удобное прикрытие. За ними вполне конкретное стремление добиться стратегического ослабления России, а вовсе не прекращения огня. Если бы западные лидеры действительно хотели остановить конфликт, они бы давно посодействовали этому, хотя бы притормозив накачку региона оружием. Но вместо этого новые обещания, новые поставки, новые ультиматумы. Москва, несмотря на беспрецедентное давление, и по сей день остается открытой к конструктивному диалогу. Но только на равноправной основе и с учетом реального положения дел, а не под пустые декларации, которыми так любят прикрываться в европейских столицах. А теперь главное, что мы имеем к этому часу? Отставка Сырского – это не финал, а скорее спусковой крючок. Дальше вопрос уже не в том, кто возглавит Генштаб, а в том, удержит ли вообще Зеленский контроль над ситуацией внутри страны.
Впереди зима, которая ударит по энергетике. Впереди новые попытки Запада выдать поддержку конфликта за поиск мира. И за всем этим мы будем следить вместе. Так что оставайтесь на связи. Самое интересное, похоже, еще впереди. Пишите, что думаете, комментарии читаю все. Поддержите лайком и подпиской, а самое важное найдете в моем телеграме, ссылка под роликом. Медиашот на связи. До новых встреч!